Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Мы все живем надеждой на чудо. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Не ждите чудес, чудите сами. Если хотите что-то изменить в интерьере, поменяйте шторы, а из остатков портьерной ткани можно сшить красивые декоративные подушки. Пару месяцев назад моя подписчица прислала мне мешок таких тканей. Это остатки из мастерской по пошиву штор. Целое богатство, сияющие благородные оттенки. Их мало, нас мало, но мы в тельняшках. Скомбинировать несколько цветов вполне возможно. Все лоскутницы – великие комбинаторы. Нам надо построить выкройку. Нужен угол 45 градусов. Самое простое – свернуть лист бумаги. А можно у детей-школьников взять угольник. В нем как раз нужные углы. На выкройке немного срежем угол. Уберем острие. Надо, чтобы была площадочка 1,5 сантиметра. По обе стороны от этой линии отмеряем нужное расстояние, радиус вашей подушки. У меня это 22 сантиметра. Хочу большую круглую подушку. Край закругляем. Если позволяют размеры ткани, то выкраиваем целую деталь. Если не получается, то можно собрать ее из узких клинышков. В таком случае надо еще предусмотреть и припуски на швы с той стороны, где будет проходить соединение. Девочки, вы, конечно, знаете, что в лоскутном шитье все размеры даются с учетом припусков на швы. Это примерно 7 миллиметров. Но опытные швеи оценят новое приобретение – набор припусков. Это очень удобные линеечки с держателем. Для чего они нужны? В инструкциях по шитью часто пишут: обрисуйте выкройку на ткани, добавив припуски на швы. С боков 2,5 см, внизу 4 см. На глаз это сделать трудновато, а с набором припусков легко. Просто прикладываем их к нужному месту и чертим линию. В шитье часто надо вырезать бейки, косые или прямые определенной ширины. На помощь придут эти линеечки. Еще удобно, что есть метки углов и 60 градусов, и 30, и 45. Все рядом, все под рукой. Ссылки, где их можно приобрести, найдете в описании под видео. А дальше делаем предварительную раскладку. Подушка будет состоять из 8 деталей. Еще важное замечание. Все детали выкраиваем по долевой. Ткани у нас портьерные, многие нестабильные. Косые срезы могут по-разному тянуться. Дальше приступаем к сборке. Сшиваем детали попарно. Потом обрабатываем или зигзагом, или на оверлоке внутренние швы. Детали разворачиваем и прокладываем отделочную строчку. Соединяем детали дальше. Сначала лучше их сколоть, а потом шить. Конечно, смотрите сами. Если у вас ткани с мелким ворсом, они могут двигаться. Тогда их лучше сначала наживулить, а уже потом сшить. Все детали соединим в круг. Ткани сыпучие, все открытые срезы надо обработать. И приготовим бортик. Как определить размер? Вспоминаем уроки геометрии в школе. Хорошо, что я училась в Советском Союзе. Нас учили мыслить. Чему равна длина окружности? 2πr. То есть, зная, что у меня диаметр 44 сантиметра, спокойно вычисляем. 44 умножаем на число π, то есть 3,14. И получается чуть больше 138 сантиметров.
Но я поняла, что мне хочется, чтобы бортик был немного пошире. Не просто прямо спускался, а давал небольшую пышность. Да, еще и припуски на швы. Поэтому спокойно выкраиваем бортик 150 сантиметров длиной и 12 сантиметров шириной. Его сшиваем в кольцо. Естественно, все открытые срезы сразу же обрабатываем. Бортик соединяем с круглой деталью. Чтобы это было равномерно, сначала совмещаем и закалываем булавочками две противоположные стороны, потом две другие. Дальше все распределяем равномерно. Прошьем все на швейной машинке. Шьем потихоньку, не торопясь. Немного припосаживаем, присбориваем верхнюю часть бортика. Не знаю, как вам, а мне нравится и работать за швейной машинкой, и наблюдать, как это делают другие. Когда все прошили, можно развернуть и оценить результат. Знаете, ткани портьерные. Уж лучше еще проложить дополнительный шов. Все тщательно закрепить. Пройдемся отделочной строчкой, лишним не будет. Развернем, все проверим. Теперь подумаем об обратной стороне. Здесь могут быть варианты. Сделать ее целой, зашить полностью, оставив отверстие для выворачивания, набить и зашить. Можно сделать застежку на молнии, но я решила сделать декоративную съемную наволочку с клапаном. Возьмем два куска подходящей ткани, обработаем оба среза, наложим их один на другой примерно на 15 сантиметров. Заколем булавочками. А теперь возьмем нашу готовую верхнюю часть, ее хорошо расправим и определим, на каком расстоянии от края нам лучше сделать вход. Он не должен быть посередине, это будет некрасиво смотреться. Но и близко к краю мы тоже не можем располагать, иначе будет сложно вставить внутрь наполнитель. Когда определились с местом, можно обрисовать верх. Перед тем, как вырезать, можно проверить правильность окружности. Край заготовки лучше сразу обработать, чтобы он не сыпался. И этим швом сразу же закрепим и эти две части. Деталь дна с бортиком соединять будем точно так же, как до этого сшивали верх. Смотрите, какая замечательная декоративная наволочка у нас получилась. Сияющие, драгоценные ткани, цвет старого золота, самая благородная расцветка. Внутрь я поместила небольшую подушку. Как сшить такую универсальную круглую, я уже показывала чуть раньше, но напомню, шьется широкая труба. В обе открытые ее стороны вставляются шнурки, которые потом затягиваются. Показываю вам самый простой вариант. При желании в центр декоративной подушки можно поместить большую пуговицу, обтянутую тканью, прошить всю подушку насквозь и с другой стороны прикрепить еще одну пуговицу. Можно добавить тесьму, кружево, кисти, богатую вышивку лентами. Вариантов дизайна может быть великое множество. На вкус и цвет все фломастеры разные. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею, куда использовать остатки ткани. А по такому принципу
Можно сшить декоративные подушки и из старых джинс, и из веселого хлопка, и из остатков плотной мебельной ткани. Шейте, творите, у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. И обязательно покажите свои работы в наших группах в Одноклассниках, ВКонтакте и в Дзен. Ссылки на все соцсети вы найдете в описании под видео. Обязательно присоединяйтесь к нам. У нас можно попросить совета, поделиться опытом. И, конечно, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!